Всем привет! Увидели, судя по фотографиям, какую-то невероятную, жуткую историю. Срочно выезжаем туда, вы сейчас все узнаете. Мы уже подъезжаем. Вот этот вот дом, как я понимаю. Да, дом, конечно, словами не описать. Просто жесть. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Привет. Я Рома. Я Дима. Миша. Очень приятно, Миша. Вас зовут Наталья, да? Это мамина подруга помогает, так бывает. Ага. Это вот все моя внучка. Дом у вас такой старенький. Это канал Слово Пацана. Новое видео специально для вас. Друзья, нам очень нужна ваша поддержка в виде вашей активности, поэтому, пожалуйста, пишите комментарии, это очень важно. Ставьте лайки, и если вы нас поддержите еще репостом, расскажете про нас своим друзьям и близким, это будет очень большая помощь для развития канала. Мой инстаграм слово.пацана, подписывайтесь туда тоже, я туда выкладываю свою личную жизнь, то, что не вошло в кадр. И если кто из вас еще не подписан на канал, то обязательно подпишитесь. Да, и еще не забудьте нажать колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о наших новых видео. Эту историю мы сняли некоторое время назад, и у нас были идеи, как ее завершить, пока что мы отложили ее в сторону, но буквально на днях пришла к нам новость, хорошая новость, про которую вы узнаете в конце этого ролика, которая позволила нам уже сейчас познакомить вас с этой историей. Ну что играешь? Миша, у тебя есть какая-нибудь самая любимая игрушка? Какая? Покажи. Какой-нибудь робот. Вот это твоя машина? А еще есть машина? А это кто-то дарил или вы сами? Мы сами купили. А сколько тебе сейчас лет? 5. Тебе 5 лет сейчас, да? Ты же большой. У меня отец был детдомовский, мать тоже детдомовская, но она с другого города, не отсюда. Она сюда приехала работать на фабрику, как бы. Она, познакомилась с моим отцом. Отцу дали, квартиру, как детдомовские, их выпустили, дали эту. А они вышли замуж и разъехались вот в этот коммунальный дом. Вот как бы вот тут так и мы родились. Сначала мы в этой комнате все жили вчетвером. Там жили и тоже какие-то там эти. Женщины пришли, потом их это забрали, и эти всякие, как сказать-то. Как есть. Квартиру у них отнимались, а тут как бы вот это... За долги отнимали. За долги отнимали, они тут какое-то время кантовались, они тут друг друга и рвали зубами. Из комнаты мы выходили с такими ножами, стояли. Вы когда дочка родили, сколько вам лет было? 21. Сколько тебе лет? 17. Зовут тебя? Настя. Ты мама уже. А сколько лет твоей дочке? 1 год и 2 месяца. Осознаешь материнство? Да. Но тем не менее тебе 17 лет, и ты, конечно, очень молодая мама. Какие трудности у тебя с тем, что у тебя уже есть ребенок? Не высыпаюсь. Из-за этого вот тяжело учиться. Но как-то приходится справляться. Мама помогает? Да. Пока я учусь, сидит с Машей. А вот отец твоей дочки, он, я так понимаю, что не участвует вообще в жизни? Нет, не нужно. Вы не общаетесь, ничего не... А какие-то там элементы, что-нибудь такое от него? Нет. Он не вписан, да? Вы живете в таких, достаточно условиях жестких. Прям совсем все плохо, да, у вас здесь в квартире? Постоянно крыша протекает, падает, все. Я вот зашел, и первое, что я вижу, это вот эту историю. Это, да, страшно. Тут у Насти там вообще, вот там штукатурка скоро падает, у падает. Насти там в комнате, я как бы это, там вообще свисает. А это вы замазали сами или как это? Кто это замазал? Да, это как бы прокуратура обязала в 2010 году как бы ЖКХ сделать только потолки, тут тоже все было обвалившее, а тут как ливануло до 1-го этажа, тут воды по щиколотку было, даже она не успевала просачиваться. Когда мы только подъехали, мы знали, что там живет такая вот семья с особенной историей. Когда мы только туда подъехали, увидели дом, это же общежитие, обшарпанное. Сразу все видно, конечно, с первых минут. И когда я только впервые увидел нашу главную героиню, маму, я в ее глазах увидел такую тоску,
такую пустоту, видно, что она устала очень сильно бороться, из последних сил она это делает, такая на ней ответственность, и всю жизнь она живет с этим грузом проблем. Худо-бедно как-то вот живем, ничего, не жалуемся, наверное. Настя, конечно, она еще не готова быть матерью. Твоя дочка, да? А как зовут? Маша. Маша. Маша и Миша у вас в семье. Ну, смотри, тут отваливается, видишь? Аккуратней, там гвоздик внутри. А были какие-то здесь истории, я слышал, да, что что-то пустые потолка падали? Да. Ну вот здесь вот был кусок потолка, когда еще маленькая я была. Ну, слава богу, ночью упала. Так здесь у нас стоял компьютер. И вот за день до того, как упал, мама передвинула, как знала. Вот. Ты прям такой большой кусок упал? Да, прям сразу такой большой кусок. Здесь тоже вот было обрушившено, делали ремонт. Вот, но все равно опять вот скоро будет падать. Ты здесь ночуешь? Нет, в той с мамой. А почему здесь ночуешь? Тут холодно. В окна дует. А вы работаете? Я работаю на вторчермете сторожем, потому что в день я работать не могу. Потому что с Машей сижу, Настя учится. А Настя учится. Приходится вам сидеть с Машей. Да, я сижу с Машей. Сейчас еще халтура, вот весной бывает, приезжаю, там рассаду сажаю. Яблони, груши вот эти привозят эту рассаду. Эту рассаду надо рассадить по пакетикам. Ну, в дальнейшем они ее продают. Угу. Вот. Сколько вы зарабатываете на вторчермете сторожем? 7 тысяч зарплата, В месяц? да. А если халтуры вот эти летние? Ну, 10 рублей дерево, там сколько посадишь. У тебя есть карманные деньги? Нет, Вообще? вообще. Если что-то хочется тебе купить, что-то нужно, о чем ты мечтаешь, как ты поступаешь? Ну, говорю маме, а там уж как получится. Мама тебе иногда дает денежки? Она обычно, если что-то мне нужно, сама со мной ходит, покупает. Обычно мне что-нибудь из одежды нужно, а так... Ну, Ты в кафе иногда нет, никогда, ну, была когда-нибудь в кафешке? с мамой. Вообще бестолковая. Ты с ремнем уже тут наказываешь? Тебе. Тут вот про эти сухарики, там, макароны, там, сахар. Котлеты вот тоже по акции куплено, мороженое. Все по акции. Это я тоже получила зарплату, купила. А это брат, когда привозил, еще 2 месяца потихоньку едим. Замороженное мясо. Немножко у вас есть курица? Курица. Замороженная да. курица? Да, бедрышки. Бедрышки лечу. Тут у нас сосиски. Сосиски, да. Яйца. Масло, каша. Еду варить надо, воды нет. Не сварились. Почему воды нет? Отключили что-то, с утра не приготовить ничего. У вас посудомоечная машина. Я редко ей пользуюсь. А она Почему? откуда? Я там просто сушу. А то еще мамка жила, бывает, мы с рук кто-то там продавал, мы купили. Она рабочая, она все работает. Просто хочется как-то зрителям сказать, что есть некоторые вообще моменты совсем элементарные, как посудомоечная машина, а некоторые почему-то считают, что ну, все это показатель роскоши. Да? Ну, Нет, я это не просто, так. понимаете, мне как бы это, как сказать-то. Я могла бы эти деньги просто пойти на себя потратить, правильно? Так-то. А я на себя-то ничего не трачу. Когда мы пообщались с мамой, пообщались с дочкой старшей, узнали всю ситуацию, узнали, какой заработок на всю семью, узнали, какие траты, мы, безусловно, захотели их как-то поддержать. Вот самое простое, что мы придумали, наверное, самое правильное в этой ситуации, мы отправились в ближайший магазин. Мы не знаем сами, что вам нужно, что было бы кстати, чтобы и впустую это не было, поэтому хотим просто, чтобы ты с нами съездила и нам помогла с выбором. Идем в магазин, чтобы купить все необходимое, Настя нам поможет. Берем то, что нужно тебе, ну, имеется в виду вашей семье, детям из еды, не стесняйся, прям подсказывай нам, что взять. Мы просто поможем чуть-чуть, потому что у нас, ну, есть такая возможность. Я думаю, что можно. Я думаю, что это у вас не так часто бывает. Вообще не бывает. Индейку когда-нибудь пробовала? Нет. Даже не представляешь, какой вкус? Индейка вкусно.
у вас есть? Там ванна, душ? Сломался. А? Там труба сломалась. Вы не моете? А как Неделю помыть? не моемся. Мыши прогрызли трубу. Мышь прогрызли трубу. Сколько? 9427. О, скидка пошла. Ничего себе, круто. Наталья, я знаю, что у вас были и, ну, такие, наверное, темные страницы в жизни, если так можно были, сказать. конечно, были, да. Мамка умерла, это, я как сказать-то, ну, стала выпивать. А потом через полгода я обожглась. У меня 40% третьей степени ожога было. Поставила это детям макароны варить, полезла. Табуретка шатающаяся была за крышкой. Ну, еще и полетела я прямо на с этой табуретки. Эта кастрюля меня с водой кипящей еще и накрыла. Мне пересадку хотели делать, а там что, дети, Мишка тут был. Весь двор его как бы, это мне, ну, вот, и она и выжила за счет детей, так бы не это. Ну, тогда, да, я уже начала потом уже не выпивать, я начала пить, потому что постоянно эти боли адские там, это, ну. Сколько же мама не пьет вообще? Больше года точно. А сама как к этому? Плохо отношусь. Ты вообще не... Ну, Пробовала, но не нужно этого делать. Не хочется. Так посидишь, подумаешь, нафига оно все надо так-то. Ну, выпьешь ты, ну что потом-то? Потом-то ничего хорошего так-то. А ты можешь вспомнить какой-нибудь счастливый день в твоей жизни? Ну, хороший, давай перейдем на то. Не знаю. Один день. Самый хороший день в твоей жизни. Ты просто... Ладно, сейчас попробую вспомнить что-нибудь. Да я уже и не помню ничего. Давно хорошего ничего не было. Вы помните какой-нибудь самый радостный момент в вашей жизни? Счастливый день. Да даже не знаю. Чего было больше? Дней положительных или дней тяжелых отрицательных? Ну, он отрицательный, скорее всего. С основными трудностями я стараюсь как-то справляться сама. Я не знаю, как у меня это получается, конечно, надо с Божьей помощью. Но я не привыкла, понимаете, у кого-то чего-то просить там, это я всю жизнь, вот как родилась, я только на себя саму надеюсь. А как ты относишься к своей маме? Люблю ее. Как складываются ваши отношения сейчас? Сложно. Мама меня не понимает. У нас вообще анархия. У нас каждый сам по себе. Насти нет, у меня дома нормально. 2 детей, они играют. Это вот только Настя приходит с учебы там, это у меня орут все орут. Я не знаю, кто кого чего тут делает. Ей сложно что-либо сказать, потому что она начнет ругаться со мной. Ругаемся, да, как же. Как же без этого ругаемся? А если бы у вас была бы денежная возможность, что бы вы подарили своим детям? Детям и внучке? Я бы их свела бы куда-нибудь. Сводила? В Макдональдс какой или куда там, я не знаю. Или в шоколадку кину, так-то. Ну, кину то, что Машка маленькая. А так нет возможности такой? Не ходит? Нет, сейчас вообще нет. С этой зарплаты 7 тысяч, то там это никак. Друзья, вы, наверное, заметили, что время от времени в наших роликах мы рассказываем вам про новые социальные каналы. Их появляется все больше, и это здорово. И я вам хочу рассказать про канал под названием «Прошел через», где парень, внимание, из Донецка, помогает людям, которые рядом с ним попали в трудную жизненную ситуацию. И самое главное, что он снимает очень трогательные видео, искренние, хорошие, поэтому ссылка на его канал в описании. Переходите и подписывайтесь на него, таким образом вы очень сильно его поддержите. Ну, давай подумаем, что можно брату купить. Машинку, не знаю. И, может быть, заодно и дочке, да? В общем, все, что хочешь, возьми, ты поняла, что мы можем купить, и используй эту возможность. Я не знаю, что ему интересно будет. Давай машинку мы посмотрим. Поскольку я мальчик, я постараюсь тебе подсказать чуть-чуть. Я думаю, что трактор в любом случае очень интересно. А что для девочки 1,2, где-то вот так вот? А какие-нибудь там, типа, развивающие? А, вот мы. Вот они, деревянные, да, развивающие. Такой же животный, музыкальный.
парк развлечений. Ну, давайте. С 9 месяцев, вот давайте точно так возьмем. 3000. 430. Ага, карточка. Пожалуйста. Спасибо, до свидания. А есть что-то, о чем ты мечтаешь? Жить в нормальной квартире. Что еще тут может хотеться? У вас какая есть мечта? Ну, наверное, иметь дом, чтобы уют был, чтобы мир был в доме. А опять же, детям было хорошо так-то. А для себя? Ничего не хочу. Вообще вам ничего не Вообще хочется? ничего не хочу. Главное, чтобы детям было хорошо. Я тебе хочу очень сильно посоветовать и пожелать, что в такой трудной вашей ситуации, когда у твоей мамы и 2 ребенка, еще теперь внучка, когда у вас здесь все разваливается, и она мечтает о доме, и ты мечтаешь о доме, старайся больше поддерживать. Мы общались с ней, она прям тяжело ей, короче говоря. То есть она для себя вообще ничего не хочет. Вот там мы когда сидели один на один, она вообще ничего, вот для себя ничего не хочет. Только для детей, только для тебя. И она очень переживает, как я понял, она не говорит это явно. Но там проскальзывает этот момент, что она очень переживает, чтобы с тобой не были хорошие отношения, чтобы у нее было какое-то с тобой взаимопонимание, что ты ее поддерживал. Нам помогла Настя выбрать то, что нужно. Когда мы приобрели продукты на сумму, превышающую месячный заработок мамы, мы не знали, какая будет реакция, но вполне могли предположить, что она будет яркая. А в итоге мама просто сказала нам спасибо. И на самом деле в этом простом спасибо очень много силы. Отчетливо видно, насколько мама устала. Настолько, что у нее даже нет сил на эмоции. И это можно понять, потому что всю свою жизнь она борется с трудностями. Всю свою жизнь она находится в этой яме трудной жизненной ситуации. Пытается из нее выбраться, жизнь заново и заново дает эти пощечины. Не опускает руки, хотя, наверное, у многих уже руки бы опустились. Буквально на днях мы узнали, что благотворительный фонд «Константа» — это тот, через который мы узнали про эту семью, смог собрать необходимую сумму для того, чтобы у этой семьи была новая квартира, новый дом. Эта сумма дополнительно к материнскому капиталу. И теперь мечта этой семьи осуществится. У них будет новый дом, будут новые жилищные условия. И на самом деле это очень важно, потому что мы, снимая сюжеты долгое время, мы знаем, насколько важна среда в становлении личности. А здесь, в этой семье, много детишек, и очень важно, чтобы они росли в хороших жизненных условиях. Мы от своего канала желаем им счастья, чтобы у них все получилось, чтобы жизнь их наладилась, и чтобы в их жизни было больше светлых сторон. Мы обычно как какие-то, знаете, вот, если что-то покупаем, то какой-то знак внимания в первую очередь. Мы тоже хотим, чтобы здесь так было, но в то же время мы понимаем, что здесь это и необходимо. Я думаю, что это какая-то вам Конечно, уже поддержка, не просто конечно, помощь. знак внимания, а реальная помощь ваша. Помощь, тоже. помощь. Ну все, мы погнали. Пусть будет все хорошо. Да, пусть у вас все хорошо будет. Пока. Пока. свидания. Спасибо. Спасибо. Пока. А вам, зрители, мы выражаем огромную благодарность за то, что вы нас смотрите. Мы знаем, что вы стоите за нами, что вы всегда можете нас поддержать. Мы очень благодарны, что вы на нас подписаны. Если не подписаны, пожалуйста, подпишитесь. Напоминаю, будьте, пожалуйста, активны в комментариях, ставьте лайки. И мы возвращаемся к вам с новым роликом на следующей неделе, в понедельник. Всем спасибо за просмотр. Мой инстаграм, слово.пацана, обязательно переходите, подписывайтесь. Я вас там всех жду.